Так, всем привет! Сегодня покажу вам, как разобрать гидрокомпенсатор, перемыть его и дать ему так называемую вторую жизнь. Потому что многие рассказывают, вот это одноразовый элемент, ничего подобного. Все зависит от качества нашего масла. Ну и, естественно, немаловажно, какое давление выдает наш масляный насос. Потому что можно поставить и новые гидрокомпенсаторы, они точно так же будут тарабанить. Не хватает давления, закачать компенсатор масла. Или же, если на гидрокомпенсаторе, но эти я сейчас почистил, я вам сейчас разберу еще один грязный. Посмотрите на нагары, которые препятствуют работе гидрокомпенсатора. Вот этих маленьких поршеньков один в одном. Так называемая матрешка, если его сложить, оно все стоит одно в одном. Вот. Дальше. Так, покажу вам, как разбираться. Ну, это один из вариантов гидрокомпенсаторов. Это цилиндрического типа гидрокомпенсатор. Он же есть нажимным, то есть непосредственно на него нажимает кулачок для того, чтобы открыть клапан. Вот этот гидрокомпенсатор одевается сверху на пружину, то есть на клапан в сборе с пружиной одевается этот гидрокомпенсатор. На него в процессе давит кулачок, и он все время нажимает клапан. Клапан при этом открывается. Компенсирует зазор вот этот вот поршенек. Сейчас фонариком еще пробую просветить туда, чтобы было более не видно. Вот этот поршенек, короче, вот он, маленький. Он ходит вот этом вот, видите, блестит внутренняя кромочка. Сейчас возьмем что-нибудь тоненькое. Вот он ходит в этой вот я ее глажу. Вот он ходит своей наружной частью. Вот этот вот цилиндрик, поршенек. Он ходит с вот этой вот частью, вот этой вот кромки. Своим образом, когда он вылазит, он компенсирует зазор в клапане. Вот. Что ему помогает вылазить? Есть еще один поршенек. Он, вот этот поршенек, вместе с вот этой пружинкой стоит внутри вот этого поршенька, который вылазит. Он упорный. Он непосредственно вот этой вот частью, он как контактирует с клапаном. Он упирается прямо на клапан. Тем самым создает зазор между клапаном. Вот даже отпечаток на нем виднеется. Я его перемывал, чистил, чтобы вам показывать было более проще и виднее. Вот. Значит, в этом поршеньке стоит пружина. В эту пружину упирается вот такой вот поршенек с клапаном, что ли, как-то так назвать. Если хорошо присмотреться, сейчас попробую, чтобы сфокусировался. Вот, посмотрим сначала с этой стороны. Мы видим завальцованный шарик. Вот, хорошо, сейчас видно завальцованный шарик. Он служит клапаном. То есть масло, когда под давлением попадает, оно пропускает масло сюда и не дает ему сбрасываться лишнему при определенном зазоре, когда упор клапана имеет определенный свой зазор. Вот. Смотрим с этой стороны. Здесь есть определенные отверстия, куда это масло попадает. То есть вот стоит этот шарик, он завальцован. Наша задача, когда мы будем перемывать, хорошенько прочищать вот эти вот отверстия. Там, где шарик стоит. Шарик никуда не выпадет, вы его не потеряете. Я использую зачастую промывки карбюратора. Они хорошо очищают нагары. Вот, то есть проще будет это все дело почистить. Значит, покажу. Есть еще другие гидрокомпенсаторы. Они есть опорные, принцип как у Ланоса. На него опирается рокер, называемый кулачок, который нажимает на пружину. То есть есть те, которые сделаны в самом кулачке. В Mitsubishi я встречал. Они вот такие маленькие, можно вот такие вот сказать, похожи на вот это. Но это одна из частей нашего компенсатора. Значит, я вам покажу, как его для начала разобрать. Вот, у меня есть один в сборе гидрокомпенсатор. Мы его сняли с мотора. Вот, видите, какой он засранный. Вот это намасленные нагары. Вот, сейчас я вам покажу и объясню принцип. Значит, вот таким вот движением берете между пальцев. Третий сверху, чтобы не выпадал. И смело
легкими движениями бьем по столу. Вот. Видим, у нас вылез сам вот этот поршенек в сборе с вот этим маленьким поршеньком. Вот эта вот часть, вот эта пружинка, вот этот маленький, вот оно в сборе. Вот. Мы сейчас чувствуем вот эта вот часть. Сейчас он слегка спущен, вот, видим, гуляет. Вот. Как достать внутреннюю часть? Как достать внутреннюю часть? Значит, берем, сейчас положу телефон, берем гидрокомпенсатор, вот этот, часть его, и нажимаем на вот этот клапан. Все. Масло, видите, появилось масло. Вот. И наш гидрокомпенсатор теперь начинает играть еще больше. Значит, что мы сделали, когда нажали на клапан? Мы спустили с него лишнее масло. Тем самым увеличился зазор. Вот сейчас в таком положении, если собрать, компенсатор начинает стучать. Пока насос не накачает определенное нужное давление и компенсатор не выберет свой зазор, они будут тарабанить. Дальше, как нам достать вот эту вот часть? Просто дальше прокручивание, вытягиваем вот этот поршенек и вытягиваем вот эту вот пружинку. Пружинка маленькая. И что мы видим? Есть вот по кромочке нагары. Это по принципу как плунжера. Очень плотно, очень точно исполнены два цилиндра. Один в другом входит. Вот. И вот эти вот нагары в процессе работы мешают нам, клапану, правильно работать. То есть он может заклинить, давление масла насос давит. Сейчас сфокусирую. Маслонасос давит давление. Из-за вот этих вот нагаров, вот этих, в частности вот здесь, вот стоит ограничительное колечко, чтобы он не выпадал. Значит, наша задача при разборке и перемывке гидрокомпенсаторов: берем наждачку, тысячка, полторушка, и смело чистим вот эти вот нагары, те, которые заходят во внутреннюю часть. Просто этот еще более-менее чистый, бывает намного больше. На что обращаю внимание, чтобы здесь вот не было выработки на вот этой вот поверхности. То есть на палец вы хорошо это будете чувствовать. Если есть выработка, этот поршенек уже плотно ходить не будет. И все масло будет, давление теряться по системе, но не будет давить на клапан. Дальше в днище вычищаем. Вот те вот нагары видно хорошо. Вот внутренняя кромка, есть нагары. Далее пружинку просто карбюраторной жидкостью промывайте, тоже насухо вытирайте, чтобы все при сборке не имело никаких мелких частиц и нагаров. Вот, точно так же оттираем вот этот вот поршенек. Вот. Смотрим, где отверстие возле шарика. Вот виднеется шарик. То есть вытираем, пробуем, чтобы шарик шатался, он вверх не исходит. С этой стороны вычищаем. И на что стоит еще обратить внимание, это вот на вторую еще одну рабочую кромку. Вот мы видим, здесь мелкий налет, здесь его практически нету. Прочищаем вот эту вот кромочку, там где играет наш весь механизм в сборе. Здесь уже постольку-поскольку, но все равно, коль вы его перемываете, не полениться это все дело вычистить. И по максимуму почистить в днище. Это не шайбочка, это какая-то засверловка для того, чтобы масло попадало вовнутрь. Потому что сам гидрокомпенсатор, вот мы видим след, вот круг, он упирается в днище. Если не будет отверстия, куда будет попадать масло, наш компенсатор просто не будет работать. Вот. Еще один маленький совет. Для тех, кто разбирает двигателя, бывает, надо там снять распредвал, поставить обратно. Желательно эти гидрокомпенсаторы спустить перед сборкой. Как спускать, я вам уже показывал. То есть вы взяли вот эту вот часть в сборе, как она была. Его разбирать вам полностью не надо. Его надо выбить оттуда, с корпуса. Выбить с вот этого корпуса, как я вам показывал.
достать сам механизм, если он чистый, без явных каких-то, можете вот эту часть потереть наждачкой. И ваша задача просто нажать на вот этот шарик, чтобы у нас поршенек начал играть. Но сейчас пружинку я не вставил. То есть вот эта часть должна мягко играть. И по принципу обратному, ну только пружинку еще вовнутрь вставите, вот этот вот, мы вставляем его сюда. Здесь есть маленькое по кругу стопорное кольцо. Вот мы его видим. Это стопорное кольцо, чтобы он просто сам по себе не выпадал. И наша задача, когда мы выбиваем от центробежно, ну короче, принцип обратного молотка, вы ударили, он выпадает вниз. Мы его вставляем сюда. После окончательной прочистки мы его вставляем сюда. Вот. И он у нас должен вот так играть. Дальше в процессе, когда вы заведете мотор, он громко застучит, зацокают компенсаторы, пока не прогреется масло, не попадет, клапан не выберет свой зазор. Все. То есть вот таким способом можно разобрать гидрокомпенсатор и перемыть его. Если вы сомневаетесь в целостности компенсатора перед вообще разборкой, я советую вам проверить давление в системе. Померить давление в системе. Значит, вот. Доводим поршеньки до такой вот чистоты. Вот. Принцип сборки. Вставляем в поршенек пружинку. Но я их не чистил, потому что эти компенсаторы негодные. Я вам покажу почему. Вот. Стоит обратить внимание на внутреннюю кромку. Видите, она треснутая. Это произошло почему? У человека на десятке порвался ремень и загнуло клапана. Ну, помимо того, что загнуло, всем слесарям и любителям советую обращать внимание на гидрокомпенсаторы. Потому что если вы соберете такой компенсатор, он у вас явно будет стучать. А еще хуже, если произойдет с ним вот такое, который нам попался. Один из них, сейчас фокусируем камеру. Видите, это внутренняя стеночка, она грязная. Она вообще выпала. Вот она лежит сбоку, та часть. Ее вообще сейчас нету. То есть она вообще выпала. Представьте, если она попадет в мотор. Вот видите, я сейчас вам проверну. Она вообще откололась и выпала. То есть клапан, когда принял на себя удар, заломала чашку. Потому что все трещинки, почему мы эти клапана, гидрокомпенсаторы, на которых я вам показываю, все трещинки были образованы на тех компенсаторах, на которых были погнуты клапана. Вот. Процесс сборки обратный. То есть я вам просто на нем показываю, как можно разобрать, перечистить и дать вторую жизнь компенсатору. Дальше пружинку положили и вот этой вот завальцованной частью шариком опускаем вниз. Вот. Опускаем вниз. Правда, все это чистыми руками. Туда, вот сюда нужно капнуть пару капель масла, чтобы они там были. И все детальки, когда будете собирать, предварительно смазываем маслом. То есть вот оно встает четко. Когда у меня сейчас просто нет масла, когда вы туда капнете чуть-чуть масла, вот этот поршнек у вас будет практически выпадать вверх. Что делаем? Опять же, нажимая на вот этот вот шарик, вот этот, спускаем воздух, чтобы нам поршенек наш ховался как можно больше. Вот. Далее берем гидрокомпенсатор, но этот лопнутый, мы его ставить не будем. Там машина уже давно уехала, видео снимаю вам. Мы вставляем его сюда. Предварительно тоже слегка набрал в этот гидрокомпенсатор масла. Вот, вставляем, выравниваем и легким нажатием пальца у вас гидрокомпенсатор собран. Все, он готов к постановке. Вот, он играет, он не клинит. Все, вся задача остальная масляного насоса. Заводите, прогреваете машину, и по мере прогрева масла и поступления в гидрокомпенсатор у вас все звуки должны пропасть. Если вы обратили, увидели внимание, что на какой-то из деталек есть явные выработки, которые ощущаются на ноготь, на палец, этот компенсатор под замену.
Если у вас есть сомнения в гидрокомпенсаторах, прежде чем вообще лезть в систему, проще всегда померить давление масла в системе. В каждой машине оно по-разному, потому что были ситуации, когда люди приезжали с новыми компенсаторами, мы их ставили, они все равно тарабанили, звук не утихал. Когда мерили давление, лампочка вроде бы не тухла, но этого давления не хватало для того, чтобы закачать систему. Все, всем кому понравилось, ставим лайк, до свидания.